Всем привет, с вами Мишаня, и в данном видео я вам расскажу о нашем походе в Карпаты. Не всегда те планы, которые я рассказывал на камеру, у нас сбывались, поэтому отчасти данное видео будет с закадровой озвучкой. Кому-то такой вариант видео понравится, кому-то нет, тут уж на любителя. Попрошу вас перед видосом поставить лайк и подписаться на канал. Ну а мы поехали. Здорово всем. Забегая наперед, скажу, что к данному походу мы были не готовы. В поход было взято слишком много еды, а также много разного барахла, из-за чего вес рюкзака превышал 20 килограмм. Это рюкзак Остапа, он сегодня с ним пойдет. Как тебе, тяжело? Да немного. Нагрузились, вот так вот не подумали. Ну а как вы понимаете, поход в горы отличается от похода в Чернобыльскую зону, где ты идешь по равнинам. Однако нас всех не сильно беспокоил вес рюкзака. Около 6 утра мы приехали на вокзал, где ожидали наш поезд, который должен был нас отвезти в Карпаты. Хочу сказать, что я не являюсь любителем поездов, особенно в летнее время, где ты паришься как в печке, поэтому предпочитаю ездить автостопом. Но так как мы заранее обсудили, на чем будем добираться, выбора у меня не оставалось. Все, ребята, мы уже наконец-то приехали в Ворохту, сейчас будем отправляться на Говерлу. Ребята, мы уже находимся на базе Заросляк, сейчас будем чилить, а с утреца на рассвете пойдем на Говерлу, потому что не будет много туристов, а возможно вообще никого не будет. И почилим немножко на Говерле, сниму вам панорамы и пойдем дальше по Черногорскому хребту. Надеюсь. Посмотрим завтра, кто как себя будет чувствовать. А пока вот вам пару пейзажей. Вот мы тут собираемся разбивать лагерь. Короче, ребята, прелести походов в том, что надо, как-то поставить палатку. Но, в принципе, тут ничего сложного нету. Духи вот сюда запихаются и все. Бляха, туториал, блядь. Туториал? Ребята, доброе утро. Мы уже собрались на Говерлу. Сейчас будем подниматься туда. Сегодня к нам подошел какой-то француз. Вот, посмотрите. Готовит, блин, пищу. Короче, на месте Кота Сити тоже вот такой вот француз был. Если помните такое. Сегодня будет гроза в Карпатах. Мы поднимаемся на гору Говерлу. Взяли вот такие вот палки, чтобы было чуть легче идти. Нам сейчас валить туда 3,5 километра. Мы пойдем по зеленому маршруту подниматься. А спускаться будем по синему. Там около 2,7 км. Высота самой горы 2061 метр над уровнем моря. То бишь самая высшая точка Украины. И самая баянистая, блин. Туда если подниматься, чтобы никого не было, то только, ребята, на рассвете. Мы рассвет уже пропустили. И придется сейчас подниматься уже с туристами. И, кстати, весь маршрут вот такой вот. Все в корнях деревьев и вот таких вот скалах. Поднимаясь на Говерлу, вы никогда не заблудитесь, потому что на каждом из деревьев есть указатель маршрута. Еще из-за того, что мы вчера не поднялись на Говерлу, мы хотели на закате подняться, сегодня у нас есть риск попасть на грозу. Кстати, ребята, так не рассказал в начале видео, кто идет на Говерлу, не надо брать много воды, потому что тут есть много источников воды, из которых можно набрать чистой горной воды. Она холодная, она клевая, но с припятской водой она не сравнится. И тут еще около километра примерно наверх и еще 500 метров от полонины Малой Говерлы до Большой. Короче, ребята, видно немножко, что сегодня мы можем попасть туда в туман, но немножко проявляется, видно, Говерлу, смотрите. От Малой вот туда еще. Часа где-то через 1,5-2 будем уже наверху. Наверное, будем ждать, пока оно все пройдет. Это осталось где-то 600 метров до Говерлы. Нашли тут еще источник воды. Сейчас наберу воду. Хорошая. Да, вода здесь отличная. Так что
Если кто-то сюда идет, не парьтесь насчет воды. Вот таких вот источников тут куча. Еще там выше должно быть. Почти поднялись. Тут сейчас будет полонина. И где-то там впереди большая гаверна. На нее еще 600 метров идти, и туда что-то погода портится. Подниматься на наивысшую точку Украины в такую вот погоду не самое приятное занятие. Моросящий дождь, а также холодный ветер сильно портили впечатление о предстоящем походе. Напомню, это только второй день в Карпатах. В прошлом году я уже поднимался на Говерлу, однако в солнечную погоду. Точно такая же погода застала нас на озере Несамовитое в прошлом году. Очково немного, ну ладно, что уж поделать. На верхушке мы пробыли недолго, от силы минут 5-6. Все потому, что к нам приближалась гроза, от которой мы быстро ретировали. В хорошую погоду на верхушке Говерлы можно взять горячего кофе у продавца, либо сувениры на память. В виде медальки «Я покорил Говерлу». Но я бы вам не советовал подниматься на Говерлу позже 6 часов утра. Толпы туристов испортят ваше впечатление о данной горе, да и вообще об этой местности. На выходные по праздникам на Говерлу может приехать около 1000 посетителей. Но от сильной грозы нас не спасла даже палатка. Ты что там делаешь? Ты ебанутый? Вот, и мы как-то должны сейчас сушиться, я не знаю, блин. Все, что мы сейчас сделали, это накатили моренгу, и я не знаю дальше, что делать. Короче, господа, будем сейчас искать дрова, сушиться. Просто вроде бы как дождь уже перестал. Короче, мы снова сидим, чилим на заросляке и снова достали себе огонь. Угадайте, из чего? Идя в Карпатах, можно выйти на вот такие вот заповедные территории. Тут наверху живут экологи, которые чекают погоду. А вот там вот еще один хребет, куча гор. Последней точкой нашего маршрута в данном походе было озеро Несамовите. На русском оно звучит как Неистовое. Находится на 1750 метрах над уровнем моря. Если вы поставите мне лайк, то в следующем походе в Карпаты я отправлюсь на Черногорский хребет. Наибольшая глубина данного озера 1,5 метра. Если вы закаленный человек, то можно даже в нем искупаться, но температура будет не выше 4 градусов Цельсия. От Говерлы до озера Неистовое довольно долгая дорога, около 8 километров. По равнине такое расстояние проходится за 1,5 часа. В горах же с тяжелыми рюкзаками мы убили около 5 часов, чтобы туда добраться. Также с данным озером связана история о том, что если ты кинешь камушек в воду, то тебя настигнет гроза в горах. Но не стоит бояться, мы кинули штук 5 таких камушек и никакая гроза нас не застала. На обратном пути к нам прибилась собака, которую мы назвали Шепард, в честь того, что она провела нас прямо до базы Заросляк. И на этом мой поход закончился. Если тебе понравилось данное видео, то подпишись на канал и поставь лайк. С вами был Мишаня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь данным роликом с друзьями.